Здорово, скоро выходит та самая стратегия Stronghold Warlords. Сейчас я все про нее расскажу, потому как 9 дней как-никак осталось, а ты делай чай и поставь лайк. На игры выставки 2020 года представлена была та самая долгожданная демо-версия Stronghold. Вы, наверное, уже смотрели геймплейные ролики и получили первые впечатления. Но мне хотелось именно поиграть, ощутить и окунуться в ту самую атмосферу Stronghold. Что я и сделал, потому что демка пройдена, враг повержен, а солдаты почтили павших. А мне пора написать отчет об увиденном чудо-создании. И знаете, что я обязательно учту, что это всего лишь демо-версия. Кроме того, судя по всему, сама игра пребывает в альфа-состоянии. Так что сильно ругать не стану, но минусы обязательно подмечу. И про плюсы тоже не забуду. Поехали! Во-первых, ожидаемая стратегия должна была выйти уже 26 января. Но если кто-то не знает, разработчики заявили, что к релизу она еще не готова. Неизвестно в чем причина, но может быть это сыграло как-то сложности, вызванные пандемией. Новая дата релиза Stronghold 9 марта. Также разработчики назвали минимальные рекомендуемые системные требования грядущей новинки. В демке ни о каком сюжете речи быть и не может. Нам предлагают битву на небольшой карте. Мы тут играем не за самого богатого вельможу, который владеет слабенькой деревней, а напротив, был уже тот самый зажиточный персонаж неплохой армии и 3 огромными стенами, защищающими проход к его дворцу. Задача простая, это уничтожить врага, разрушив его укрепление и перебив солдат. Сама демо-версия по себе хороша и уже показывает всю яркость и гибкость геймплея, хотя я уверен, что в полной версии игры самым популярным будет мультиплеерный режим, нежели одиночная кампания. Стратегическая глубина игрового процесса раскрывается в кооперативе на 2 игроков, где оба участника сражения смогут нанимать великих полководцев для дополнительных бонусов в бою и новых юнитов. Также можно разделить обязанности. Один самурай, например, занимается внутренней экономикой, а другой обучает армию разрабатывать стратегию глобального удара. Игровая сцена весьма ограничена, поэтому проблем с управлением тут вообще быть не должно. А вот это уже серьезная тема для разговора. Военачальники могут быть нейтральными, союзными или же вражескими. Подозреваю, что в мультиплеере все военачальники будут сначала нейтральными, а уже затем игроки начнут их подчинять. В кампании же все будет зависеть от расстановки сил и сюжета. Для демо-версии 2 военачальников сделали нейтральными, а одного дали врагу. Управление военачальниками осуществляется в специальном окне, где указана карта с их расположением и территориями, а также меню с опциями. Подчинение военачальников осуществляется только 2 способами. Первый — это при помощи очков дипломатии, а второй уже военный захват. Очки дипломатии насчитываются автоматически каждую минуту. Их количество также можно увеличить постройка посольства и других тематических зданий. Вражеский же военачальник подчиняется заметно дороже нейтрального, поэтому нужно лишний раз подумать, стоит ли вообще этим заниматься. Как только военачальник в вашем распоряжении, им уже можно управлять. Все варлорды делятся на ресурсодобывающих, атакующих и обороняющихся военачальников. Их можно прокачивать за те же очки дипломатии. Это дает свои, так сказать, определенные преимущества. Что могу сказать о системе военачальников? По большей части это хорошее нововведение, но все еще не до конца обдуманное. Зашел, клацнул и военачальник твой. Как это будет выглядеть в обычном сетевом режиме? Вообще ума не приложу. Видов войск тут добавили просто уйма, и если нужно сделать детальный обзор, сделаем. Сейчас вообще расскажу немного о самих сражениях. Короче, это традиционный РТС, где набрал юнитов, выбрал их и повел в бой. Те, кто играл в прошлой части, поймет. Сейчас для тех, кто играл по тактике, закидает меня камнями. Как же тактика, как же еще там что-то? Да-да-да, тут немного проще. Стрелковые юниты чересчур сильны, лучники и арбалетчики намного эффективнее пехотинцев, поэтому армия на 3/4 стоящая из стрелков без шансов разваливает пехотное и даже конное войско. Причем это работает даже при осаде. Лучники просто косят врагов на стенах, делая башни бессмысленными постройками. Надеюсь, это тоже исправят. По умолчанию же юниты ведут себя очень странно. Увидели врага, бегут на него сломя голову, а потом стоят под обстрелом вражеских стен, зайдя слишком далеко. Если их не контролить и не устанавливать режим обороны, можно потерять много войск из-за простой невнимательности. Как говорится, не повторяйте моих ошибок. Впрочем, ИИ, это если что, игровой интеллект туповат, сильно туповат. Противник ведет заранее самоубийственные атаки, вместо подготовки нормального штурмового отряда, а союзники творят просто дичайшую дичь. В принципе, тут ничего не поменялось с прошлой части. Простой пример: после выстрела из ракетницы область вокруг нее просто не зажигается.
зажигается. Вот тена, добавили, а научить ИИ ими пользоваться решили не нужно. Ведь искусственный бот будет и в мультиплеере, а соответственно все будет только портить. По производительности никаких вопросов, все на высшем уровне. Графика пускай не такая совершенная, но все же приятная, и она того стоит. Заметно лучше, чем в альфа-версии, которую показывали в прошлом году. В рамках же всей серии целиком это тоже будет самая графически совершенная игра. Да, если, конечно, углубиться, то игровой сеттинг понравился далеко не всем, да и даже почитав хотя бы комментарии игроков, главное, чтобы не вышло хуже. Как всегда, все вот только ждут, она выходит и понеслось. Это им не так, это им не сяк, типа совершенства ждали. Что ж, можно сделать небольшой вывод. Демка игры оставила непонятное по своим причинам впечатление. С одной стороны, графика нормальная, даже хорошая, система развития тоже интересная, да и управление военачальниками как-то непривычно, но тоже интересно. С другой же стороны, игровой баланс еще не продуман до конца, а тех же военачальников нужно дорабатывать. ИИ немного тупой, а юниты ведут себя, очень странно. А что в полной версии игры, тут будет ясно только при покупке. Я жду ее не хуже других и надеюсь, что покажет она себя с лучшей стороны. Очень будет интересно почитать ваши мысли по этому поводу. Ну что ж, а с вами как всегда был Римок, спасибо за твой лайк, обязательно подпишись и пока.